Всем привет! Сегодня мы поговорим о проб-компаниях, что это такое, и я сделаю обзор на проб-компанию, которая называется Funding Pips. Что такое проб-компании? Это компании, которые финансируют трейдеров, чтобы они могли торговать с их капиталом и зарабатывать на этом. Перейдем к обзору компании Funding Pips. Это главная страница компании. Давайте сейчас разберемся, на каких условиях работает Funding Pips. У нас есть несколько тарифных планов и несколько терминалов для трейдинга. Я советую выбирать терминал для трейдинга TradeLocker. На моем YouTube канале есть обзор на этот терминал. Справа вверху у вас появится ссылка на видео с обзором этого терминала. Почему я сейчас делаю обзор на компанию Funding Pips? Потому что у Funding Pips самое лучшее условие из всех проб-трейдинговых компаний, которые сейчас есть. Как и по комиссиям, так и по выводам, так и по стоимости. Сейчас перейдем к тарифам. У нас есть тариф на 5, на 10, на 25, на 50 и на 100 тысяч долларов. И у нас есть разные фазы. У нас есть однофазный, двухфазный и трехфазный. Сначала мы с вами поговорим про двухфазный челлендж и какие тут правила. Сначала нам нужно заработать 8% профита. Максимальный убыток может составлять у нас 10%. Максимальный убыток в день у нас может составлять 5%. Если мы нарушаем эти правила, то мы проваливаем условия челленджа. После того, как мы заработали профит 8%, мы переходим на следующую фазу. На следующей фазе нам нужно сделать 5% к нашему депозиту. Как только мы сделаем 5% к нашему депозиту, нам уже потом выдают аккаунт, на котором мы можем торговать и зарабатывать. Funding Pips нам отдает 80% от заработанных денег. То есть, если вы заработаете 1000 долларов, то вам выведут 800 долларов, 20% Funding Pips забирает себе. Теперь перейдем к однофазному челленджу. По однофазному челленджу нам нужно заработать 12%. Максимальный убыток, который у нас может быть, это 6%. Максимальный убыток в день это 4%. На этом челлендже у нас уменьшенное плечо. То есть, если на двухфазном челлендже мы можем открыть сделку, например, на 4%, то на однофазном челлендже у нас будет меньший объем денег в позицию, которую мы можем заложить. И, возможно, сделку на 4% мы уже открыть не сможем. Ну и, конечно же, стоимость однофазного челленджа, она отличается от стоимости двухфазного челленджа. Теперь перейдем к трехфазному челленджу. Трехфазный челлендж, он стоит меньше всего. На первом шаге нам нужно заработать 5%, на втором шаге нам нужно заработать 5%, на третьем шаге нам нужно заработать тоже 5%. Максимальный убыток здесь по 6% и максимальный дневной убыток здесь по 4%. Точно так же, как и на однофазном челлендже, здесь снижено плечо. Чтобы купить челлендж, нам нужно нажать на кнопочку Buy или для регистрации нажать на дашборд. Давайте зарегистрируемся и посмотрим, как происходит покупка челленджа. Нажимаем «Создать аккаунт». Тут вы вводите свои данные, ставите галочку и создаете аккаунт. Так как я уже был раньше зарегистрирован, я просто вошел в личный кабинет. Тут нажимаем на плюсик. Мы выбираем страну. Выбираем, какой челлендж мы хотим проходить. Я чаще всего прохожу двухфазные челленджи. Тут я выбираю торговый терминал TradeLocker. Дальше переходим к выбору размера аккаунта и к оплате. Если вы регистрируетесь по моей реферальной ссылке, которая находится под видео, то у вас будет скидка 5%. И для оплаты вы нажимаете на кнопку выбора. Оплатить можно криптовалютой, также и картой Visa, MasterCard. Скидка по моей реферальной ссылке, она дается на любой тариф. То есть на любой тариф у вас будет скидка 5%. Прежде чем мы продолжим, я хочу вам рассказать о нашем телеграм-канале. В нем вы увидите ежедневные обзоры рынка. Получите различные обучающие материалы, фишки и лайфхаки. Каждый день мы публикуем идеи для входа в сделки. Узнаете самые последние и актуальные новости рынка. Мы разбираем наши сделки и подробно объясняем причины входа. Подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании. Я вышел из того тестового аккаунта, на который зарегистрировался, и вошел в свой личный аккаунт. Смотрите, как у нас выглядит внутри личный кабинет. Вот это у меня аккаунт. Я на нем уже заработал 8% и прошел первую фазу. Здесь у меня есть данные по моему винрейту, средний мой заработок, средний мой проигрыш, статистика по дням, за неделю, за месяц. Можно кастомную сделать статистику, чтобы посмотреть. Показывается весь заработок по дням. Также мы можем посмотреть на аналитику, какие у нас сделки лучше заходили в лонг либо в шорт, когда мы покупали, по каким валютным парам мы торговали и на чем мы больше заработали. Есть много различных аналитических инструментов, которые на самом деле могут быть нам полезны. Тут также есть статистика по дням по нашему заработку. Как видите, первую фазу я проходил 10 дней. Вот такая была у меня статистика. После того, как вы оплатили челлендж, то вам будет выдан доступ к TradeLocker. У вас вот будет вот такая вот панелька. Здесь вы можете переключать
выбирать всякие различные валюты. Здесь вот написан баланс, вот у меня, видите, написано 27 тысяч долларов, и вы можете начинать торговать. Важный момент, вам нужно обязательно прочитать правила, какие есть для торговли Finding Pips. Если вы их нарушите, то у вас автоматически будет завершен челлендж. Смотрите, здесь можно торговать в новости, но в новости можно торговать только пока вы проходите этапы челленджа. Когда вы уже на funded аккаунте, который финансирован, в нем уже нельзя торговать новости. Какие правила вообще до новостей? Например, у вас новость начинается в 15:30, и у вас есть окно в 4 минуты. Вы можете открыть сделку в 15:27, допустим так, и закрыть вы ее можете только в 15:32. То есть вот эти вот 4 минуты, которые у вас будут, вот этим окном, вы не можете торговать. Если вы нарушите это правило, для вас челлендж будет завершен. Здесь вот на этой странице описаны подробно все правила, и я вам советую их почитать. Это на главной странице вы нажимаете вот сюда вот. Тут будут все правила. Также еще есть правила по IP-адресу. IP-адрес при прохождении челленджа и при торговле на funded аккаунте, он не должен меняться. То есть вы всегда должны эти все действия делать с одной стороны. Иначе у вас могут возникнуть проблемы. Если вы очень часто путешествуете, то лучше просто торгуйте через какой-то прокси или VPN. Выплаты компания делает на банковский счет или на крипту, что в принципе удобно. Но я бы советовал не наглеть, делать выводы, когда вы заработаете там 5-7%. Если вы зарабатываете уже 15-20%, то компания начинает более придирчиво проверять все ваши сделки на соблюдение правил, чтобы вы ничего не нарушили. Поэтому заработали чуть-чуть, поставили на вывод, у вас обнулился аккаунт. Вот обнулился, имея в виду, например, у вас был аккаунт на 100 тысяч, вы заработали 3000 долларов, вы их вывели, вам заново дали аккаунт на 100 тысяч долларов, вы торгуете и зарабатываете. И в принципе вам вводят тогда деньги без проблем, и все работает. На этом все. Спасибо за просмотр. Если вам интересна тематика трейдинга, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой YouTube канал, и всем хорошего дня.